Бывало ли у вас такое чувство, будто вы переиграли уже во все игры, все сеттинги и перепробовали все хаки, какие только можно, и ничего из этого вас уже не привлекает? Когда хочется чего-то реально нового и не просто необычного, а такого, что давало бы максимально уникальный ролевой опыт? Если да, то советую сдержаться, ведь в этом видео я расскажу вам о по-настоящему безумной и сумасшедшей настольной ролевой игре. Тебе не матери. Иди нахуй. Сумасшедший. На связи Макс. Тут уютное подземелье. И здесь я рассказываю о необычных настольных ролевых играх и не только. И прежде чем я перейду к рассказу об игре, попрошу вас поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. Это очень поможет мне и развитию канала. Большое спасибо. Итак, сегодня речь пойдет о хаке, созданном инди-разработчиками из студии Триада и вдохновленной широко известной компьютерной игрой Disco Elysium. Называется эта игра «Смерть в стиле диско». И эта небольшая незамысловатая поделка не просто передает дух оригинала, но и практически позволяет ощутить на себе ту шизу, через которую прошел главный герой компьютерной РПГ. Здравствуйте. Вы одинокая? Нет. Очень жаль. Чего говоришь? Тебе жалко чисто по-человечески. Почему? Тебе сейчас просто продинамили жестко. Ведь детективом в этой игре становится только один – условный мастер. А вот игроки за его столом берут на себя 4 аспекта его личности – этику, I'm gay. I have crippling depression. трепет, Ну и господин Иржанский, который вот здесь вот сидит вот сейчас и слушает наш разговор. Господин Иржанский, он же Кушнаренко Михаил Михайлович. волну Меня, певца пророка Самбоя, постоянно спрашивают рассказать про Виктора Цоя. Хорошо, расскажу вам. Вот оно, о нем напоминание. Это то ведро, которое я купил в Питере в 1988 году и научил Цоя петь. и кишки. Недавно прочел мангу «Берсерк» и понял, что я буквально гац. Я каждую ночь борюсь с большими кэфами, только вместо клейма жертвы на шее у меня татуха Депа на груди. Задача детектива – напиться, нажраться таблеток и умереть, как подобает рок-звезде. А вот задача его аспектов – не дать детективу окончательно развалиться и заставить его довести начатое расследование до конца. Может показаться, что в этой игре есть победившие и проигравшие, но на самом деле у всех стоит единая главная сверхзадача – создать интересную, цельную историю, состоящую из сцен, которые не только будут не противоречить общей канве, но и дополнять ее новыми деталями и нюансами. Прежде чем я расскажу о том, как в это играть, я поделюсь впечатлениями моими и моих игроков. «Смерть в стиле диско» дарит довольно уникальный опыт и позволяет попробовать что-то принципиально новое и необычное, не требуя при этом взамен много сил и времени. Механически игра в целом безумно простая, но в то же время по-своему заморочена. Хотя, сказать по правде, заморочки не столько с самой механикой, сколько с тем, чтобы понять правила возложения авторов. На наш взгляд, информация в книге не очень удачно структурирована и преподнесена, но несмотря на это, разобрались с правилами мы довольно быстро, благо голов было 5. Также игра довольно требовательна к скиллам мастера и игроков. По сути, все 5 садятся за стол и практически без подготовки, так как почти все необходимо описывать на ходу из головы, без заранее заготовленного сценария. Необходимо только сверяться с условной картой, подсказывающей, в какую сцену попал детектив. А дальше начинается сплошная импровизация. И это, наверное, и огромный плюс, и минус этой игры. С одной стороны, это снимает с мастера и игроков бремя подготовки и позволяет начать играть в игру практически спонтанно. Таким образом, она идеально подходит, когда по какой-то причине ваша основная игра встает на паузу, и необходимо отвлечься и сыграть во что-то другое, не сильно при этом вовлекаясь в создание сценария и персонажей. Но в то же время для неопытных ролевиков это может стать большим испытанием, так как не каждый готов на ходу выдавать складный рассказ, который еще умещался бы в заданные рамки уже существующей истории.
Очень важно в свой ход не просто продолжать историю, но и сделать это так, чтобы она не рассыпалась и не наполнилась противоречиями, несостыковками и прочими неприятностями. Ну и да, каждая игра — это законченная история. Смерть в стиле диска не подразумевает игру в долгую, с длинными сценарием и сюжетом. Это игра для ваншотов, причем не очень длинных. Мы успели сыграть примерно за 3-3,5 часа. И судя по видео на YouTube, это и есть средняя длительность ваншотов «Смерть в стиле диска». Это также может быть как плюсом, так и минусом. Решайте сами. Если вас игра заинтересовала, далее я наконец расскажу о том, как же в нее все-таки играть. Я постараюсь изложить правила более-менее понятным образом, может быть даже чуть более понятным, чем то, как они изложены в книге. Однако, если вы все-таки решите попробовать, я настоятельно рекомендую поддержать авторов и купить себе хотя бы PDF-ку, тем более, что сумма получается смешная. Итак, для игры вам понадобится книга правил, ведущий, который возьмет на себя роль детектива, а также создателя общей завязки истории и ее экспозиции, игроки в количестве минимум одной штуки. В идеале же для игры необходимо 4 игрока под каждый аспект, но при их отсутствии есть правила для игры меньшим составом. И горсть шестигранных кубов. Вам понадобится минимум 5 штук. Будет удобно, если у каждого игрока будет свой наборчик из 2-3 кубиков. Особенно это актуально для суеверных игроков. А также раздатка в виде карты мыслей и сцен, и письменной принадлежности. Игровой процесс состоит из того, что в ходе игры участники будут с помощью карты сцен двигаться по заданному их списку, кидая кубик, как в обычной настольной бродилке. Всего за игру необходимо отыграть 3 сцены в первом акте, после чего можно перейти к следующему, 4 сцены во втором, а после этого 5 сцен в третьем, где в финале, если детектив не умер и не провалил расследование раньше времени, игроков ждет сцена исповеди убийцы. В каждой сцене, после того, как мастер даст ее экспозицию, игроки и мастер соревнуются друг с другом за право нарративного контроля. Каждый аспект в свойственной ему манере предлагает вариант того, что детектив должен сделать в этой сцене, чтобы продвинуть расследование. Цель ведущего же — прикончить детектива, полагаясь на его пороки. Пороки выступают как модификаторы броска мастера. Самый главный порок — это травма детектива, что-то, благодаря чему тот изначально впал в беспамятство. Кроме него есть еще 4 порока. Когда мастер описывает сцену, используя пороки детектива, он добавляет 1d6 за каждый, кроме травмы. Она и так учтена в качестве начального d6. Чтобы успешно противостоять мастеру, аспекты имеют несколько способов повысить свои шансы. Во-первых, они могут отказаться от своей заявки в пользу заявки другого аспекта. В таком случае они дают ему преимущество на бросок. Во-вторых, они могут воспользоваться памятью детектива. Аспекты детектив вспоминают что-то из прошлого героя. То есть на самом деле на месте придумывают какое-то событие из жизни героя, чтобы это логично вписалось в общую канву. И в таком случае аспект снова получает преимущество. Ну и наконец, аспекты могут использовать мысли или пороки. Каждая заявленная и обоснованная мысль или порок дают +1 к броску. Но есть один нюанс. Бесплатно можно взять мысль только из своего столбика, а ее перед этим нужно еще открыть. А вот если использовать мысль из чужого столбика или порок из столбика детектива, тогда придется получить помеху на бросок и отнять 1 куб из своего пула. Итак, после того, как были сделаны заявки, озвучены флешбеки, пороки и мысли, бросаются суммарные кубы и подсчитываются результаты. Если выиграл мастер, то случается то, что он написал в своей заявке. Обычно в этом случае детектив идет бухать, жрать таблетки и бить бомжей. В таком случае он делает отметку на счетчике пропущенных зацепок, и на этом сцена заканчивается. В случае же, если побеждает аспект, игрок полностью берет на себя нарративный контроль на эту сцену, открывает новую мысль в своей таблице, а также записывает полученную по результатам сцены зацепку. В конце сцены игроки вновь бросают D6 и двигают детектива в новую сцену, согласно карте, а также по завершении каждого акта выдвигают гипотезу о преступнике,
Благодаря собранным зацепкам и гипотезам, игроки в конце смогут рассказать полную картину преступления, которое было совместно придумано по ходу игры. Кроме прохождения всех актов и закрытия преступления, есть еще несколько способов закончить игру досрочно. Детектив может пропустить все зацепки, пустившись в запой, умереть от сердечного приступа, либо же один из аспектов может собрать бинго мыслей, взять детектива под свой полный контроль и самостоятельно описать, как под его руководством расследование было доведено до самого конца, а преступление раскрыто. В каком же случае детектив может умереть? Игра «Смерть в стиле диска» идет по канонам компьютерной RPG от Zaum. И потому главный герой здесь погибает, если получает слишком много морального ущерба, вспоминая все то дерьмо, что с ним случилось за жизнь. Тут это выражается шкалой памяти. Когда все 8 делений будут закрашены, детектив ловит инсульт жопы и погибает, а преступник, которого мы разыскивали, остается безнаказанным. Безнаказанным преступник остается также в том случае, если детектив 4 раза выигрывает право повествования и описывает, как он погружается в забытие. В таком случае считается, что улика-зацепка не была найдена. Вот примерно и все основные механики, на которых построена игра. Поначалу может быть непросто уложить в голове такие нестандартные правила, но уже после пару сцен игроки и мастер полностью вникают в процесс и окончательно погружаются в процесс создания крутой детективной истории. Я, как мог, старался рассказать о правилах игры. Напишите в комментариях, стало ли вам понятно, а также зацепила ли вас игра в принципе. Предлагайте также, какие еще интересные игры можно было бы рассмотреть в следующих видео. Большое спасибо за просмотр, а также ваши комментарии, подписки и лайки. Играйте в хорошие игры и пока!